Добрый день, дорогие друзья! Наступила холодная пора, пора простуд, болезней, бронхитов, пневмоний. Ну и по-прежнему у нас продолжает свирепствовать коронавирус. Многие заболевают пневмонией. И сегодня хотелось бы предложить вашему вниманию замечательный рецепт от кашля, который можно использовать при бронхитах и пневмониях, в том числе коронавирусных. Поговорим сегодня о хрени. А с вами протоиерей Кирилл Иванов на канале «С Поповым обо всем» в рубрике «Здоровье и медицина». Итак, несколько слов о хрени. Не буду подробно рассказывать. Каждый из вас может поинтересоваться, почитать о нем в интернете. Сейчас все это доступно. Хрен – замечательное растение. У многих в садах, в огородах растет. Используется как приправа, но он широко известен и давно используется и в народной медицине, не только в народной. Корень хрена богат различными витаминами, микроэлементами, фитонцидами, эфирными маслами. И поэтому он нашел свое применение в медицине. Используется как наружно, так и внутренне при различных воспалительных, инфекционных заболеваниях, при заболеваниях желудка и кишечника, особенно в случаях с пониженной кислотностью, поскольку он стимулирует желудок и секреторную его функцию, при заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей, как желчегонное, как мочегонное средство, ну и при многих других заболеваниях и проблемах. Но сегодня хотелось бы дать вам рецепт от кашля. Расскажу вам, как я приготовляю. Я готовлю на водке, но поскольку у многих из вас могут быть больные дети, то в этом случае вы, конечно, будете готовить на воде, на кипятке. Итак, для того, чтобы приготовить нам средство от кашля, нам необходим сам хрен, водка, мед, терка, банка. Берем наш корешок хрена, очищаем его от кожуры и натираем на самой мелкой терке. У меня в данном случае хрен был довольно-таки сухой, поэтому воспользовался электрической мясорубкой. Можно блендером пользоваться. Задача наша как можно мельче измельчить хрен. Кстати, будьте осторожны, у кого-то может быть на эфирные масла, выделяющиеся из хрена, реакция, спазм связок, поэтому осторожно вдыхайте пары хрена. Итак, мелко-мелко натираем хрен в мясорубке, блендере или на терке. После этого складываем все это в банку и заливаем водкой. Нужно сделать так, чтобы у нас получилась не очень густая кашица. После этого закрываем банку и ставим настаиваться. Можно поставить в холодильник, поскольку если на водке делаете, в холодильник не обязательно ставить. Для детей делаем то же самое, только на кипятке. Примерно на 150 граммов хрена считается нужно пол-литра кипятка. Заливаем кипятком и ставим в холодное темное место. В случае с кипятком советуют, чтобы настаивалось около 48 часов. Я, поскольку приготовляю эту микстуру непосредственно когда заболеваю, делаю на ночь. Ночь 12 часов настаиваться, на водке быстрее все это экстрагируется. Поэтому 12 часов у вас постояло в холодильнике или в комнатной температуре, готово. Можно больше частично сделать сразу, частично дать еще настояться двое суток. После того, как ваша смесь настоялась, процеживаем через марлю. Обращаю ваше внимание, жмых не выкидываем, жмых нам тоже может пригодиться. Итак, процеживаем через марлю и после этого добавляем меда. Примерно столько же, сколько у нас получилось этого раствора на водке. У меня в данном случае получилось почти пол-литровая банка, значит примерно пол-литра меда кладем. Тщательно все это размешиваем или немножечко нагреваем, чтобы мед растворился. В принципе, наша микстура готова. Употребляем ее по 1-2 ложки. Очень хорошо помогает при кашле. Несколько лет назад после перенесенного гриппа кашлял почти 2 месяца. Ничего не мог сделать, кашлял почти до рвоты. Но узнал этот замечательный рецепт. Попробовал. Через день кашель стал продуктивным. И через буквально 3 дня практически у меня все прошло. Сейчас
в данный момент опробовал этот рецепт при коронавирусе. Тоже начинал с кашля сухого, день попринимал эту смесь, и кашель стал сразу продуктивным и мягким. Что делаем со жмыхом? Если мы сильно отжали и он стал сухим, можно туда добавить немножечко водочки, чтобы он снова стал влажным. Затем добавляем туда меда, смешиваем с медом, делаем такую лепешку, чтобы она не разваливалась у нас. Обваливаем ее в муке, и эту лепешку можно использовать как горчишник. Мне в данный момент эта лепешка не нужна, я ее положил в холодильник. Вот. Ну а так, конечно, ее хорошо бы сразу использовать, не хранить в холодильнике. Разламываем на две части и ставим себе на грудь. Разумеется, если у нас нет какой-то особой реакции, каких-то аллергий, какого-то воспаления, ран на коже, можно ставить на голую кожу с двух сторон грудной клетки. Спереди, сзади, естественно, на сердце не ставим. Прогревает замечательно. Горчишники, как сейчас говорят, отдыхают. Вот такой вот замечательный рецепт хотел сегодня вам предложить. Поэтому советую попробовать. Да, необходимо помнить, что средство противопоказано при гастритах с повышенной секреторной активностью желудка, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Так что будьте осторожны, не болейте и храни вас Господь. Всего доброго.